Сегодня у нас на обзоре увлажнитель воздуха, и от какой бы он мог быть компании? Конечно же, от Xiaomi. На самом деле, если без иронии, когда я выбирал себе увлажнитель воздуха для дома, то у меня не было цели купить какой-то слишком умный, либо гаджетовый, гиковский. Нет, я просто выбирал себе хороший увлажнитель для дома. И как ни странно, из всего многообразия увлажнителей, самым лучшим именно для меня по цене-качеству оказался Xiaomi. И если вы начнете вбивать в Google либо Яндекс увлажнитель воздуха Xiaomi, то их там будет тоже 100-500 вариантов. И конкретно мой вариант, который я обозреваю, он стоит около 5000 рублей на момент конца 2019 года. И его наименование будет сейчас вот здесь, вот, потому что как такового названия у него нет. Зачем вообще нужен увлажнитель для дома? Все очень просто. Мы с вами живем в квартирах, частных домах, и те у нас по-любому отапливаются батареи, когда погода становится немного прохладной. А если мы берем конкретно Россию, то здесь холод практически 9 месяцев в году, и отопление у нас как раз таки практически 9 месяцев в году. А из-за того, что у нас есть отопление, воздух в квартире становится сухим. И к чему это приводит? Сухой воздух на самом деле вреден для человека, потому что он негативно влияет на слизистую оболочку глаз, на горло также. Горло может першить, глаза могут так чесаться, и в общем на кожу очень сильно влияет. И поэтому поддержание хорошей влажности в помещении — это очень важная штука. И у меня на самом деле так и получилось. Я сидел дома, работал. Сейчас конец декабря, то есть достаточно такой мощный сезон отопления. И вот знаете, я сижу, у меня чешутся глаза, вот немножко реально першит в горле. И мне это настолько все насточертело, я просто все бросаю, захожу в Google, вбиваю увлажнитель воздуха и начал изучать эту тему. И после небольшого исследования я все-таки остановился на Xiaomi, хотя вот клянусь, не хотелось я какой-то слишком умный гаджет, я бы готов был взять и Philips, там, и какой-нибудь no name, вообще пофигу. Но все-таки Xiaomi, и у меня было 3 критерия. Первый, это, конечно же, цена, то есть до 5000 рублей максимум, потому что есть увлажнитель воздуха там и за 20, и за 40 тысяч рублей, но вы понимаете, это как бы достаточно дорого, блин. Второе, это простота использования, чтобы просто залил воду и все, чтобы он работал, изредка за ним там нужно было как-то ухаживать. И третье, совмещает в себе несколько условий, это, конечно же, дизайн, чтобы он не был слишком уродский, потом, чтобы площадь помещения, которую он увлажнял, была достаточно большая, ну, либо крывала бы просто комнату, и также потребление энергии. И как оказалось, этот увлажнитель Xiaomi удовлетворил всем моим критериям. Я сразу же захожу на Яндекс.Маркет, вбиваю лучшую цену, и в тот же день выехал в магазин, и буквально через 3 часа после того, как я психанул, увлажнитель был уже у меня дома. И сейчас я хотел бы с вами поделиться опытом его использования, как он увлажняет комнату, сколько воды потребляет, а также какие есть другие нюансы использования. По поводу комплектации, здесь максимально все просто, есть коробка и есть увлажнитель. Все, никаких пультов, никаких больше дополнительных аксессуаров нет, просто увлажнитель и все. Что касаемо размеров, то на картинках он может показаться не слишком большим, но на самом деле он достаточно такой крупненький, и для него по-любому нужно выделить какое-то место в квартире. Сама форма увлажнителя — это квадрат, то есть длина и ширина у него одинаковые, и он немного вытянут в высоту, но если говорить точно, то это ширина около 23-24 см, высота увлажнителя около 34-35 см, а длина самого провода, чтобы подценить его к питанию, это около 140 см, то есть далеко слишком его не уберешь. По поводу управления этим увлажнителем. Здесь с одной стороны все очень просто, ну что там, есть всего 2 кнопки, раз, два и все, достаточно все просто. Но с другой стороны, тебе хочется понять, как он точно работает, какие у него есть там условия особенные, и в этом плане не очень удобно. Потому что, как я понимаю, этот увлажнитель предназначен только для рынка Китая, там в инструкции даже английского языка нет, и поэтому приходится искать инструкцию на русском, и благо такие есть. Если что, то ссылочка на русскоязычную инструкцию будет в описании под видео. И на самом деле нет ничего сложного, есть всего 2 кнопки, одна отвечает за подсветку и за Wi-Fi, а вторая кнопка позволяет нам включать и выключать увлажнитель, а также переключаться на 4 разных режима, то есть первые 3 по скорости, то есть от слабого до максимального, и 4 он автоматически, он регулирует силу увлажнителя в зависимости от показателей влажности в данном помещении, а также температуры. Всего увлажнитель вмещает в себя 4 литра воды, и как вы понимаете, ее расход зависит от того, какую мощность вы выбрали. Я все время использовал автоматически, она находится где-то между 2 и 3 уровнем. Как увлажнитель понимает, какую мощность ему сейчас нужно использовать? Здесь на самом деле все очень просто, у него есть датчик влажности и температуры, и в зависимости от этих показателей он сам выбирает нужный режим. Я заливаю воду с утра и также с вечера, то есть заливаете с утра, она расходуется до позднего вечера, где-то до 8-9 часов, заливаете на ночь, просыпаетесь и снова заливаете, ну в общем такой вот цикл. И что касается пополнения самой воды, то здесь все максимально просто, ты заливаешь ее сверху, то есть видишь, что по датчикам у тебя осталось, допустим, одно деление воды, берешь 4-литровый кувшин, либо чуть поменьше, и потихонечку заливаешь,
открываешь, датчики загораются в зависимости от наполнения кувшина. Все, дошел там до максимального, убираешь, и все, он просто дальше работает, максимально все просто. И что касается эффективности его работы, то когда я его включил первый раз, у меня показывала влажность около 25% в комнате. И это на самом деле достаточно мало и вредно для организма человека. После того, как он поработал уже целый день, он показывал уже 60%, и это является оптимальным уровнем влажности в помещении, что очень хорошо. В общем, как вы понимаете, все максимально просто, именно то, что я и хотел. Ставишь увлажнитель, подсоединяешь к розетке, наливаешь 4 литра воды, он тебе показывает уровень воды, включаешь кнопку, ставишь автоматический режим, он сам выбирает нужный режим работы, и все работает. И, кстати, да, по поводу помещения, везде заявлены разные цифры, где-то говорится там о 15 квадратных метров, где-то о 36. У нас комната где-то 20 квадратных метров, и вот на самом деле примерно на эту площадь он и увлажняет помещение. То есть, если вы хотите, чтобы у вас вся квартира была при оптимальном уровне влажности, то нужно покупать для каждой комнаты отдельный увлажнитель воздуха. И, кстати, еще один неочевидный плюс этого увлажнителя, он мало того, что не издает какой-то пар, просто у него идет такой вот холодненький влажный воздух из него, то есть его не видно. Но что самое крутое, он еще является неким таким, знаете, кондиционером, сплит-системой, то есть когда ты его врубаешь, в комнате становится где-то на градус-2 немножко холоднее, и это приятно, потому что обычно в комнате душно, приходится часто открывать, а таким образом все-таки немножко становится полегче. И что случается, если, допустим, мы забыли пополнить кувшин водой, но он при этом работает, и мы забыли его выключить? Здесь все просто, у него есть автоматика, которая понимает, что ага, воды сейчас мало, и он в течение 8 часов еще продолжает гнать остатки воды до того, пока они не испарятся, и только вода вот закончится, он сам выключается. И последний момент касаемо приложения. Увлажнителем можно управлять с приложением Mi Home, как и всю умную технику Xiaomi, но здесь есть небольшой нюанс. В приложении при добавлении новых устройств есть уже готовые категории, то есть там умные лампочки и т.д. И вот есть увлажнители. И в списке вы не найдете этот увлажнитель, потому что, как я уже сказал, он предназначен для рынка Китая. И чтобы он там появился, нужно заходить в настройки приложения и менять регион, например, с России на Китай, и только в этом случае он появится в списке, и его можно будет добавить. Но на этом на самом деле костыли не заканчиваются, потому что виджет этого устройства в приложении не переведен на русский язык, так как он предназначен только для Китая. Поэтому вся информация об устройстве только на китайском языке. Но здесь на самом деле не нужно особо переживать, потому что там показывается текущая влажность, текущая температура и пару незначительных настроек. И если их перевести, например, через Google Lens, то видим, что там есть просто подсветка, защита от детей, а также какой режим сейчас вы хотите использовать, там от первой мощности до последней, либо же автоматический. И на самом деле, если вы приобрели себе только этот увлажнитель из умной техники Xiaomi, то можете не париться и даже не устанавливать приложение, потому что там ничего полезного вы не найдете, разве что отложенный старт, либо же вы захотите сменить режим, находясь на работе, через Wi-Fi переключите режим здесь, когда он будет находиться дома. Он же подключен у нас к Wi-Fi, вот так вот это все работает. Но это такие мелочи, я считаю, что они не нужны. Но в том случае, если, допустим, вы уже захотите купить себе термостат Xiaomi, то там можно будет создать правило, что, допустим, у нас он выключен, но если влажность падает меньше 40%, он будет автоматически включаться, и вот так вот это все работает по правилам. Но опять же, это нужно покупать другую умную технику Xiaomi. И что касаемо ухода, здесь также все максимально просто, что мне нравится. Поднимаете крышку, убираете испарительный бассейн, то есть барабан, можете протереть все внутри, барабан также можно раскрутить, протереть каждый из дисков и снова обратно закрутить, и все, очень просто. И, кстати, да, по поводу потребляемой мощности, он потребляет всего 8 Вт. Если вы зайдете на тот же Яндекс.Маркет и сравните с другими увлажнителями в этой же ценовой категории или даже дороже, то они потребляют значительно больше. Например, один из самых популярных увлажнителей, который, есть в топе, он потребляет 150 Вт, чтобы вы понимали, это практически больше, чем в 20 раз, чем увлажнитель Xiaomi. В этом есть разница, и даже если вы покупаете его, то потом в долгосрочной перспективе вы экономите деньги на сэкономленном электричестве. Пожалуй, это все, что я хотел рассказать об этом увлажнителе воздуха. Он кайфовый, выглядит симпатично, эксплуатируется вообще максимально легко. Я не знаю, у него практически, наверное, нет минусов. Разве что приложение косячное, как я уже сказал, оно по сути не нужно. И если вы захотите себе приобрести подобный увлажнитель воздуха от Xiaomi, то все ссылочки на Яндекс.Маркет с лучшими предложениями от интернет-магазинов в вашем регионе будут в описании, так же как и инструкция на русском языке, которую я прикреплю. А если же вы захотите приобрести его, допустим, на AliExpress, я бы не рекомендовал этого делать, потому что коробка достаточно хиленькая и пробить ее максимально легко. Даже у меня такое было, слава богу, что он был не поцарапан никак, но там нет никакой дополнительной защиты, и поэтому
поэтому я бы рекомендовал его покупать в вашем городе, ну, либо в ближайшем населенном пункте, чтобы все было с ним хорошо. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Выбирайте правильные гаджеты, которые помогут в пассивном режиме поддерживать ваше здоровье. Это очень здорово. Главное выбрать правильный, и надеюсь, я в этом помог. Все, всем удачи, всем пока.